Лапки у нас уже готовы, голова тоже. Давайте свяжем хвост. Делаем кольцо амигуруми, первый ряд, фиксируем ниточку и набираем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Стягиваем кольцо, ставим маркер на начало ряда. Второй ряд вяжем 6 столбиков без накида, самостоятельно каждую петлю 1 столбик. Ниточку, которая у нас осталась от колечка, ввязываем по кругу, выполняем. Третий ряд вяжем столбик и прибавку 3 раза. По кругу должно получиться 9 столбиков без накида. Столбик, в следующую петлю прибавка. Продолжаем самостоятельно. Четвертый ряд вяжем 9 столбиков без накида. Каждую петлю 1 столбик. Выполняем самостоятельно. Пятый ряд вяжем 2 столбика и прибавку 3 раза. Должно получиться 12 столбиков без накида. 1 столбик, второй. В следующую петлю провязываем прибавку. Продолжаем самостоятельно вязать. Шестой ряд вяжем 4 полустолбика, 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4 и 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Седьмой ряд вяжем 3 полустолбика, затем прибавку в следующую петлю из полустолбиков, затем 2 раза 3 столбика и прибавку. 1, 2, 3, прибавка. И еще раз. 1, 2, 3, прибавка. Восьмой и девятый ряд вяжем 5 полустолбиков и 10 столбиков самостоятельно. Десятый ряд вяжем 4 полустолбика, 1, 2, 3, 4, прибавка из полустолбиков, затем 4 столбика, прибавка, 4 столбика, прибавка,
11 ряд вяжем 5 полустолбиков, 1, 2, 3, 4, 5, прибавка из полустолбиков, 5 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, прибавка из столбиков, еще раз 5 столбиков, прибавка, двенадцатый ряд вяжем 7 полустолбиков и 14 столбиков самостоятельно. 13 ряд вяжем 6 полустолбиков, 1, 2, 3, 4, 5, 6, прибавка из полустолбиков, 6 столбиков, прибавка, еще раз 6 столбиков, прибавка, четырнадцатый ряд вяжем 8 полустолбиков и 16 столбиков самостоятельно. 15 ряд вяжем 7 полустолбиков, прибавку с полустолбиков, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, прибавка, затем 7 столбиков и прибавка 2 раза, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, прибавка, один, два, три, 4, 5, 6, 7, прибавка, шестнадцатый ряд вяжем 9 полустолбиков и 18 столбиков самостоятельно. 17 ряд вяжем 8 полустолбиков, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, прибавка, дальше 8 столбиков, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Прибавка. Еще раз 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Прибавка. 18 и 19 ряды вяжем 10 полустолбиков, 20 столбиков самостоятельно. 20 ряд вяжем 9 полустолбиков, затем прибавку из полустолбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Прибавка. Теперь 2 раза 9 столбиков провязываем и прибавку из столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Прибавка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Прибавка. Вязание хвостика завершено. В первую петлю следующего ряда провязываем соединительно, воздушной петлей закрепляем, отрезаем и откладываем хвостик наш пока в сторону. Свяжем с вами крыло. Состоит оно из 2 частей. Эта часть называется перепонка крыла, и эта часть стойка. Начнем вязать с перепонки. Первый ряд набираем цепочку из 2 воздушных петель. Закрепляем петлю. 1 петля, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Делаем петлю подъема и разворачиваем вязание. Второй ряд вяжем 3 прибавки. Первая прибавка, вторая прибавка, третья прибавка, петля подъема, разворот. Третий ряд вяжем 1 столбик и прибавку 3 раза. 1 столбик, прибавка, 1 столбик, прибавка,
1 столбик, прибавка, петля подъема, разворот. Четвертый ряд, вяжем 9 столбиков самостоятельно, в конце делаем петлю подъема. Довязали до конца, сделали петлю подъема, разворачиваем вязание, пятый ряд, вяжем прибавку и 2 столбика 3 раза, прибавка, 1 столбик, второй, прибавка, и 2 столбика, и последний раз прибавка, два столбика, петля подъема, разворот. Шестой ряд, вяжем 12 столбиков самостоятельно, в конце делаем петлю подъема и разворачиваем вязание. Седьмой ряд, вяжем 3 столбика и прибавку 3 раза, 1, 2, 3, прибавка. Дальше вяжем самостоятельно, в конце делаем петлю подъема. Восьмой ряд, вяжем 15 столбиков без накида, в конце делаем петлю подъема самостоятельно. Девятый ряд, вяжем прибавку и 4 столбика 3 раза, прибавка, 1, 2, 3, 4. Продолжаем вязать самостоятельно, в конце делаем петлю подъема. Десятый ряд, 18 столбиков без накида, провязываем самостоятельно. Одиннадцатый ряд, вяжем 5 столбиков и прибавку 3 раза, 1, 2, 3, 4, 5. Следующую петлю провязываем прибавку, продолжаем вязать до конца ряда самостоятельно, в конце делаем петлю подъема и разворачиваем вязание. 12 ряд, вяжем 1 столбик с одним накидом, затем вяжем полустолбик в следующую петлю, вяжем столбик без накида, затем соединительный столбик, 1 столбик без накида, 1 полустолбик. Следующую петлю провязываем сразу несколько комбинаций: столбик с одним накидом, столбик с 2 накидами, столбик с одним накидом, затем в следующую петлю провязываем полустолбик, один столбик без накида, 2 соединительных столбика, 1 столбик без накида, 1 полустолбик. Следующую петлю провязываем столбик с одним накидом, сюда же столбик с 2 накидами, и еще раз
вяжем столбик с одним накидом. Затем полустолбик в следующую петлю провязываем, столбик без накида, два соединительных столбика, один столбик без накида, один полустолбик, и в последнюю петлю столбик с одним накидом. Так, меняем нить на зеленую, закрепляем ее, желтую ниточку отрезаем, она уже нам не нужна, кончики связываем, потом их прячем в вязание. Обвязываем прямые стороны перепонки столбиками без накида. Выполняем самостоятельно. В конце нить отрезаем. Вот так выглядит перепонка в готовом виде. Нужно было еще оставить длинную нить, но я ее забыла. Поэтому будем пришивать отдельно взятой нитью. В этом ничего нет страшного. Теперь свяжем с вами вот эту вот стоечку. Она полая внутри, потому что мы будем продевать в нее проволоку. Давайте начнем. Первый ряд делаем кольцо амигуруми, закрепляем нить и провязываем в колечко 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Колечко стягиваем, ставим маркер на начало ряда. Второй ряд вяжем 3 прибавки. Должно получиться 6 столбиков по кругу. Под каждую петлю продеваем крючок и провязываем 2 столбика без накида. Это первая прибавка. Остальные провязываем самостоятельно. С 3 по 19 ряд провязываем по 6 столбиков. 17 рядов вяжем без изменения самостоятельно. Я провязала 17 рядов. 20 ряд вяжем 1 столбик, прибавку 3 раза. Должно получиться 9 столбиков по кругу. 1 столбик, в следующую петлю провязываем прибавку. Продолжаем вязать самостоятельно. С 21 по 24 ряд вяжем по 9 столбиков в каждом. 4 ряда провязываем самостоятельно без изменения. Как закончите, нить закрепить, отрезать, оставить длинный кончик для пришивания. Выполняем. Я довязала стойку до конца. Теперь нам нужно пришить ее к перепонке. Пришиваем как в зеркальном отображении, то есть вот так. Выполняем. Второе крыло тоже готово. Убираем пока в сторону. Теперь приступим к вязанию тела. Делаем кольцо амигуруми, закрепляем нить и ввязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Стягиваем кольцо, ставим маркер на начало ряда. Второй ряд вяжем 6 прибавок. Должно получиться 12 столбиков без накида. Первая прибавка, вторая,
Продолжаем самостоятельно. Третий ряд вяжем 1 столбик, прибавку 6 раз. 1 столбик, в следующую петлю прибавка. Продолжаем вязать самостоятельно. Четвертый ряд вяжем 2 столбика и прибавку 6 раз. 1 столбик, второй, в следующую петлю провязываем прибавку. Продолжаем самостоятельно. Пятый ряд вяжем 3 столбика и прибавку 6 раз. 1 столбик, второй, третий, в следующую петлю провязываем прибавку. Продолжаем вязать самостоятельно. Шестой ряд вяжем 4 столбика и прибавку 6 раз. 1, 2, 3, 4. В следующую петлю провязываем прибавку. Вяжем до конца ряда самостоятельно. Седьмой ряд вяжем 5 столбиков и прибавку 6 раз. 1, 2, 3, 4, 5. Прибавка. Продолжаем самостоятельно. Восьмой ряд провязываем 6 столбиков и прибавку 6 раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В следующую петлю провязываем прибавку. Продолжаем самостоятельно. Девятый ряд вяжем 7 столбиков и прибавку 6 раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В следующую петлю провязываем прибавку. Продолжаем вязать самостоятельно. Десятый ряд вяжем 8 столбиков и прибавку 6 раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Прибавка. Продолжаем вязать самостоятельно. Мы провязали донышко корпуса тела. Теперь будем соединять его с хвостом и задними лапами. Так, берем хвостик. И вот здесь у нас хвост заканчивался. Отсчитываем 10 петелек назад. Вводим крючок в 10-ю петлю хвоста, затем в 1-ю петлю тела провязываем столбик. Без накида. Дальше продолжаем соединять, совмещая петли тела и хвоста. Провязываем самостоятельно. И провязала 10 петель хвостика. Дальше переходим на тело и провязываем 4 столбика без накида. Уже только по телу. 1, 2, 3, 4. Затем берем заднюю лапку, чтобы она лежала так. Здесь тоже вот окончание ряда. Продеваем крючок в 1-ю петлю, где ряд у нас закончился, и затем в петлю тела после 4 столбиков.
сюда. Также соединяем столбиками без накида. 10 столбиков должно быть у вас. Соединяем самостоятельно. Соединили заднюю лапку с телом. Теперь провязываем 22 столбика по телу. Каждую петельку по одному столбику вяжем самостоятельно. Я провязала 22 столбика. Берем вторую заднюю лапку и также в первую петлю, где у нас закончился ряд, вдеваем крючок и соединяем с телом 10 петель. Выполняем самостоятельно. Так, нам осталось провязать с вами до конца ряда 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Двенадцатый ряд. Провязываем 23 петли по хвосту, чтобы у нас не было вот такой вот дырочки, когда мы будем провязывать в первую петлю. Мы захватим предыдущую петлю и первую петлю хвостика и провяжем все это вместе как убавку. Вот тогда зазорчик будет небольшим. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Затем нам нужно провязать 4 столбика без накида. Также в петлю хвоста и в первую петлю тела провязываем как убавку. Это первый столбик был, затем второй, третий и четвертый. Так, теперь нам нужно провязать по задней лапке 17 столбиков. Поступаем также. Провязываем первый столбик как убавку. И дальше вяжем самостоятельно. 3, 4. Нам нужно провязать 17 столбиков. Провязали 17 столбиков. Дальше первый столбик также провязываем как убавку, чтобы не было больших отверстий. Так, нужно провязать 22 столбика. 1, 2, до второй задней ноги. Выполняем самостоятельно. Так, я довязала до второй ножки. Теперь вяжем 17 столбиков по второй ноге.
Вот один. Мы провязали как убавку. Затем второй. Продолжаем вязать 15 столбиков самостоятельно. Я провязала 17 петель, нам осталось провязать 4 столбика до конца ряда. Также в предыдущую петлю ножки и в петлю тела провязываем как убавку. Это первый столбик, второй, третий и четвертый. Ряд закончен. Вот что у нас получается. Мы соединили все детали. 13 ряд. Провязываем 22 столбика без накида. Вяжем самостоятельно. Каждую петлю один столбик. Так, я провязала 22 столбика. Теперь провязываем 3 убавки. Первая убавка, вторая убавка и третья убавка. Затем провязываем 15 столбиков самостоятельно по задней ноге. Выполняем. Провязали 15 столбиков. Затем провязываем убавку. Вяжем 20 столбиков по передней части. Выполняем самостоятельно. Провязываем после 20 столбиков убавку. Затем 16 столбиков без накида вяжем самостоятельно. Провязали 16 столбиков и в конце вяжем 2 убавки. Одна и вторая. Четырнадцатый ряд, вяжем 6 столбиков и убавку 10 раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, убавка. Продолжаем вязать самостоятельно до конца ряда. 15 ряд, вяжем 5 столбиков и убавку 10 раз. 1, 2, 3, 4, 5, убавка. Продолжаем вязать самостоятельно. 16 ряд, вяжем убавку и 5 столбиков 5 раз. Убавка. Пять столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Продолжаем вязать самостоятельно еще 4 раза. Затем провязываем 11 столбиков самостоятельно. 1, 2, 3. Провязали. Теперь дальше убавка. 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Так, нам нужно еще раз провязать эту комбинацию из убавки 5 столбиков. Вяжем самостоятельно. 17 и 18 ряд вяжем по 53 столбика без накида.
Вяжем самостоятельно в каждую петлю 1 столбик. 19 ряд вяжем 7 столбиков и убавку 3 раза. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, убавка. Два раза провязываем самостоятельно. Так, дальше вяжем 17 столбиков самостоятельно. Дальше провязываем убавку и 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. У нас с вами сейчас 49 столбиков по кругу. 20 и 21 ряд вяжем без изменения, то есть 49 столбиков в каждом ряду. Выполняем самостоятельно. Я набила ножки и туловище холофайбером. Сейчас будем присоединять передние лапки. Вот смотрите, чтобы они были у вас на одном уровне с туловищем, потому что в готовом виде дракон как бы должен опираться на передние лапы. Так, начнем. 22 ряд вяжем 23 столбика без накида самостоятельно. Каждую петлю 1 столбик. Я провязала 23 столбика. Теперь берем переднюю лапу и нам нужно провязать 6 столбиков. Вот у нас окончание ряда, с него и начинаем и двигаемся против часовой стрелки. В первую петлю передней лапки и присоединяем к телу. Так нам нужно соединить 6 петель. Выполняем самостоятельно. Провязываем соединение столбиками без накида. Я присоединила первую лапку. Теперь провязываем 5 столбиков по туловищу. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вторую лапку и также присоединяем 6 столбиками. Выполняем самостоятельно. Я присоединила вторую лапку. Теперь нам нужно провязать до конца ряда 9 столбиков. Без накида вяжем самостоятельно. Двадцать третий ряд вяжем 23 столбика без накида. Провязываем самостоятельно в каждую петлю 1 столбик. Провязали 23 столбика. Теперь нам нужно провязать 10 столбиков по передней ноге. Вяжем так же, как убавку, чтобы не было зазоров больших. Это у нас первый столбик, затем второй, 8 столбиков вяжем самостоятельно. Так, провязали 10 столбиков, дальше присоединяемся к телу, также провязываем как убавку
Так, это у нас первый столбик. Еще провязываем 4. Второй, третий, четвертый, пятый. Теперь вяжем по второй передней лапе тоже 10 столбиков. Также провязываем первый столбик как убавку. Так. Оставшиеся 9 столбиков вяжем самостоятельно. Провязали 10 столбиков. Нам осталось провязать 9. Также соединяемся с телом, провязывая столбик как убавку. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ряд закончили. Лапы полностью соединены. 24 ряд вяжем 17 столбиков и убавку 3 раза. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Убавка. Вяжем до конца ряда самостоятельно. 25 и 26 ряд провязываем по 54 столбика без накида. 2 ряда вяжем самостоятельно. 27 ряд вяжем 7 столбиков и убавку 6 раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Делаем убавку. Продолжаем вязать самостоятельно. 28 ряд вяжем 6 столбиков и убавку 6 раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Убавка.
Продолжаем вязать самостоятельно. 29 ряд, вяжем 5 столбиков и убавку 6 раз. 1, 2, 3, 4, 5, убавку. Продолжаем вязать самостоятельно до конца ряда. 30 ряд, вяжем 36 столбиков. Каждую петлю провязываем 1 столбик без накида. Вяжем самостоятельно до конца ряда. 31 ряд, вяжем 4 столбика и убавку 6 раз. 1, 2, 3, 4, убавка. Продолжаем вязать самостоятельно. 32 ряд, вяжем 30 столбиков по кругу. Каждую петлю провязываем 1 столбик без накида. Выполняем самостоятельно. 33 ряд, вяжем 3 столбика и убавку 6 раз. 1, 2, 3, убавка. Продолжаем вязать самостоятельно. Довязали ряд до конца. У нас с вами 24 столбика без накида. 34 и 35 ряды провязываем по 24 столбика в каждом самостоятельно. Довязали ряд до конца. Делаем соединительную петлю. Закрепляем нить и отрезаем. Вот что у нас получилось на данный момент. Пока не набиваем. Сейчас будем прикреплять крылья. Для установки крыльев понадобится проволока. У меня вот она вязальная. Кончики закругляем. Теперь вставляем их в стойку крыла. Также поступаем со вторым крылом. Где расширение шло, делаем небольшой изгиб. Вот так. Градусов 45, чтобы приняло. Теперь просовываем в туловище. И в нем уже скручиваем проволоку, соединяем. И закругляем, чтобы она потом не выходила из туловища. Выполняем. Я соединила крылья между собой. У меня проволока внутри. Закруглила основание. Теперь мы оставляли у стойки длинные кончики для пришивания. Вот, собственно, это основание пришиваем к телу самостоятельно. Я пришила крылья, точнее его стойки. Дальше заполняем холофайбером. Приставляем голову и пришиваем. Свяжем для хвоста наконечник. Первый ряд делаем кольцо амигуруми и набираем 3 столбика без накида. Закрепили нить. 1, 2, 3. Стягиваем кольцо, ставим маркер. Второй ряд провязываем 3 прибавки. Должно получиться 6 столбиков по кругу.
Первая прибавка. Вторая прибавка. И третья прибавка. Третий ряд вяжем столбик и прибавку 3 раза. Должно получиться 9 столбиков без накида. Столбик. В следующую петлю провязываем прибавку. Продолжаем вязание самостоятельно. Четвертый ряд вяжем 2 столбика и прибавку. Должно получиться 12 столбиков без накида. 1 столбик, второй. В следующую петлю провязываем прибавку. Продолжаем вязание самостоятельно. Пятый ряд вяжем 12 столбиков без накида. В каждую петлю провязываем 1 столбик. Выполняем самостоятельно. Шестой ряд вяжем 3 столбика и прибавку 3 раза. 1, 2, 3. В следующую петлю провязываем прибавку. Продолжаем вязать самостоятельно. Седьмой ряд вяжем 4 столбика и прибавку 3 раза. 1, 2, 3, 4. В следующую петлю провязываем прибавку. Продолжаем вязать самостоятельно. Восьмой ряд вяжем 18 столбиков без накида. В каждую петлю провязываем 1 столбик. Вяжем самостоятельно. Девятый ряд вяжем 4 столбика и убавку 3 раза. 1, 2, 3, 4. Убавка. Продолжаем вязать самостоятельно. Десятый ряд вяжем 3 столбика и убавку 3 раза. 1, 2, 3. Убавка. Продолжаем вязать самостоятельно. Довязали ряд до конца, набили кончик хвоста холофайбером. Теперь в следующую петлю провязываем соединительный столбик, закрепляем воздушной петлей, отрезаем и оставляем кончик для пришивания. У нас получается остался кончик с открытым концом. Дальше берем хвост дракона и пришиваем уже самостоятельно. Я пришила наконечник на хвост. Вот так все это выглядит. Свяжем дракону живот. Набираем цепочку из 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Первый ряд. Начинаем вязание со второй петли. Провязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Разворачиваем вязание. Петли подъема мы здесь делать не будем. И 2 ряда провязываем по 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Разворот. 1, 2, 3, 4, 5. Разворот.
4 ряд вяжем 2 столбика, затем прибавку, и 2 столбика. Разворачиваем вязание. 5 ряд вяжем 2 столбика, 2 прибавки, и 2 столбика. Разворачиваем вязание. 6 ряд провязываем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Седьмой ряд вяжем 3 столбика, 2 прибавки и 3 столбика. 1, 2, 3, 2 прибавки, 1, 2, 3. Разворот. Вяжем 10 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Девятый ряд вяжем столбик, убавку, 4 столбика, убавку, 1 столбик, разворачиваем вязание, провязываем столбик, убавку, 2 столбика, убавку, 1 столбик. У нас получилось 6 столбиков. Следующий ряд 11 вяжем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Двенадцатый ряд вяжем 1 столбик, затем 2 убавки,
одна, вторая убавка. В конце провязываем столбик. Разворачиваем вязание. С 13 по 15 ряд вяжем по 4 столбика в каждом самостоятельно. 16 ряд вяжем 1 столбик, 2 прибавки, один столбик, разворачиваем вязание, 2 столбика, две прибавки, два столбика, разворот, 18-19 ряд вяжем по 8 столбиков, вяжем самостоятельно. 20 ряд вяжем 3 столбика, 2 прибавки, 3 столбика, 1, 2, 3, 2 прибавки, 3 столбика, разворачиваем вязание, 21 ряд вяжем 4 столбика, две прибавки, четыре столбика, разворачиваем вязание, с 22 по 25 ряд вяжем по 12 столбиков, 3 ряда провязываем самостоятельно. 26 ряд вяжем 1 столбик, убавку, 6 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, 6, убавка, 1 столбик, разворачиваем вязание, 27 ряд вяжем 10 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Нить закрепляем воздушной петлей, отрезаем, оставляем кончик для пришивания. Вот такой вот живот получился. Дальше приставляем его к дракону и пришиваем. Выполняем самостоятельно. Я пришила живот к дракону. Давайте сделаем дракона огнедышащим. Для этого берем пряжу, которая хорошо пушится. Так, сделаем несколько витков.
помощью крючка выведем нить вот здесь. Вот что у меня получилось. Так, завяжем это все на узел. Дальше вот эти вот двойные узлы все разрежем. Так, а ниточку распушим. У кого-то, возможно, есть чески, у кого-то массажки. В общем, нам нужно это распустить и потом распушить и красиво подрезать. Вот что у меня получилось. Такое вот пламя, точнее его имитация. С помощью иглы и красной нити я вот провела такой контур. Он нужен, чтобы потом ровно вывязать гребень по этой линии. Берем белую нить, присоединяем ее во вторую петлю от вершинки. Закрепляем нить. Дальше в следующую петлю вяжем столбик без накида. Ввязываем кончик, который у нас остался от присоединения. Затем провязываем 3 полустолбика. Самостоятельно 2 еще вяжем. Провязали 3 полустолбика. Дальше спускаемся на один ряд ниже. Подхватываем столбик. И провязываем соединительную петлю. Дальше разворачиваем вязание. Делаем петлю подъема. Провязываем 3 полустолбика. Один, два, три. Затем вяжем 3 воздушные петли. Разворачиваемся и повторяем предыдущий ряд. То есть во вторую петлю вяжем соединительный столбик. Затем столбик без накида, 3 полустолбика, спускаемся на ряд ниже, вяжем соединительную петлю, разворачиваем вязание, затем петля подъема, 3 полустолбика, 3 воздушные петли. Вяжем самостоятельно до конца, то есть до кончика хвоста, повторяя эти 2 ряда. Я довязала гребень до конца хвостика. Как вы видите, я уже пропускаю не один ряд, а чуть больше. Гармошка у меня была только на голове. Теперь провязываем последний ряд, только 3 полустолбика, и соединяемся прямо возле кончика хвоста. Провязываем соединительную петлю и закрепляем нить. На этом вязание гребня будет закончено. Нить обрезаем, прячем в туловище игрушки.
Вот так выглядит гребень сбоку и сверху. Наш дракон полностью связан. Надеюсь, у вас все получилось и не было никаких сложностей с вязанием этой игрушки. Спасибо, что были с нами, поддержали наш мастер-класс лайком. До новых встреч!